Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, зачем необходимо в рационы свиней добавлять органические кислоты, а еще лучше их смесь. К органическим кислотам, которые добавляются в корм, относятся такие кислоты, как уксусная, пропионовая, масляная, муравьиная, молочная и лимонная кислоты. Их достаточно много, но в большей степени применяются именно эти кислоты. Органические кислоты или подкислители предотвращают контаминацию кормов, снижают концентрацию болезнетворных бактерий в рационах и пищеварительном тракте свиней, активируют развитие полезной микрофлоры. Они стимулируют секрецию ферментов желудка, поджелудочной железы и кишечника, увеличивают потребление кормов и усвоение питательных веществ. Все это ведет к стимулированию роста свиней. Теперь давайте рассмотрим механизм действия подкислителей. Он в первую очередь направлен на снижение pH содержимого желудка. Благодаря этому повышается ферментативная активность и улучшается пищеварение. При отъеме у поросят наблюдается дисбаланс кислотности желудка. У поросят возникает нарушение переваривания белка, что влечет за собой различные проблемы: диарею, снижение веса, сохранности и прочих производственных показателей. Корма для поросят содержат очень много белка. Все это увеличивает кислотосвязывающую способность корма, а это снижает его полное переваривание и усвоение питательных веществ, что создает благоприятные условия для размножения патогенной микрофлоры, в том числе и Escherichia coli и сальмонелла. Для тех, кто забыл, напомню, что кислотосвязывающая способность корма — это когда некоторые компоненты комбикормов способны понижать общую кислотность корма. И при попадании в желудок эти компоненты нейтрализуют соляную кислоту, которая вырабатывается желудком поросенка. Для поросят такие корма особенно нежелательны, так как пищеварительная система у поросят еще не до конца сформирована, а ферментативная активность у них ниже, чем у взрослых животных. В то же время именно престартерные и стартерные корма отличаются наиболее высоким уровнем протеина и, соответственно, самой высокой концентрацией белковых кормов с высоким уровнем кислотосвязывающей способности корма. Молодые животные часто не в состоянии дать адекватные привесы из-за неспособности выделить большее количество соляной кислоты, часть которой нейтрализовалась кормом с высокой кислотосвязывающей способностью. При повышении pH, то есть когда среда желудка поросенка становится более щелочной, переваривание протеина в желудке нарушается, и тем самым создаются условия для развития энтеропатогенной микрофлоры. Также ухудшается использование минеральных веществ. Недостаточно переваренный протеин может достигать нижних отделов кишечника, где усиливается процесс брожения. Понятно, что при этом будет развиваться и Escherichia coli, и Klebsiella, а также различные другие условно-патогенные микроорганизмы. Клинически это будет проявляться диареей. Добавление подкислителей в рацион снимает эту проблему и способствует ускорению роста поросят за счет улучшения процессов пищеварения, так как подкислители подавляют рост нежелательных микробов. Органические кислоты проникают внутрь патогенных бактерий и разрушают их. Попадая внутрь бактериальной клетки, подкислители повышают кислотность внутри нее, что приводит к нарушению ее обменных процессов и последующей гибели. При попадании органической кислоты внутрь бактериальной клетки происходит нарушение стабильности клеточной мембраны бактерий, что приводит к нарушению синтеза бактериальной ДНК. А раз так, то бактерии теряют способность к размножению. То есть в данном случае мы наблюдаем еще и бактериостатический эффект от применения органических кислот. Это позволяет значительно снизить микробиальную нагрузку на организм свиней и осуществлять профилактику бактериальных заболеваний. Рост многих микроорганизмов, таких как Escherichia coli, Clostridia perfringens, сальмонелла, останавливается при уровне кислотности ниже pH 5. Это первое. А второй положительный момент в том, что в это же время создаются благоприятные условия для развития постоянной микрофлоры, устойчивой к воздействию кислот. Органические кислоты, входящие в состав подкислителей, активируют работу ферментов желудочно-кишечного тракта. Следует помнить, что лучший эффект достигается при применении кислот с разными степенями диссоциации. Например, суммарная активность муравьиной и пропионовой кислот в отношении сальмонелла значительно превосходит их эффективность по отдельности. Эффективность органических кислот с точки зрения подкисляющей способности, бактерицидной и фунгицидной активности напрямую связана со способностью строения той или иной кислоты. Например, муравьиная кислота имеет сильное антибактериальное действие, уничтожает сальмонеллы и кишечные палочки, прекращает рост дрожжей, что особенно полезно при жидком типе кормления животных. Пропионовая кислота подавляет рост плесневых грибов и дрожжей, и поэтому часто применяется в консервировании зерна для профилактики образования плесени и дрожжей в кормах.
И еще, что следует отметить, что в отличие от антибиотиков, бактерии не вырабатывают резистентность против органических кислот. Как я уже сказал, что комбинация различных кислот, консервирующих и ингибирующих рост микроорганизмов, весьма целесообразна в кормлении поросят, так как секреция соляной кислоты после отъема у них еще недостаточно. Как я уже сказал, продукты на основе органических кислот также активно обеззараживают корма, снижая микробную нагрузку на поголовье и тем самым позитивно влияя на продуктивность свиней. Ведь корма, зараженные бактериями и связанное с этим влияние на животных, проявляется в снижении привесов и даже повышении падежа. Сегодня подкислители могут быть одной из альтернатив антимикробным стимуляторам роста в кормлении свиней. Механизм действия стимуляторов роста в том, что они способны снижать конкуренцию микробов в борьбе за питательные вещества с организмом. Органические кислоты, как альтернатива противомикробным стимуляторам роста, продемонстрировали и другие преимущества. Среди них улучшение переваримости питательных веществ, состояние желудочно-кишечного тракта, воспроизводство животных и повышение питательной ценности корма. Также следует помнить, что разные органические монокислоты обладают различными свойствами, поэтому их применение необходимо рассчитывать в каждом конкретном случае. Сочетая свойства кислот, можно добиться наиболее эффективно их воздействия на бактерии, плесневые грибы и дрожжи. В составе современных подкислителей может быть 3, 5, 7 и более компонентов, которые проявляют определенный синергизм, дополняя свойства друг друга и работая при неодинаковых условиях кислотности в различных отделах желудочно-кишечного тракта. В наших последующих видео я обязательно остановлюсь на этом. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим поросятам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!